Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как легко и просто сделать вот такой оригинальный и очень функциональный блокнот-органайзер из фетра. Такой блокнот вам точно понравится, у него есть много плюсов, о которых я чуть позже расскажу. Список всех материалов, которые я использовала в работе, я обязательно оставляю в описании под видео, так что заглядывайте туда. Ну а мы начинаем творить! Для создания этого блокнота я подготовила следующий материал. Это фетр. Серый фетр у меня достаточно толстый, плотный, толщиной 4 мм. Ну и отрезок вот этого зеленого фетра, он уже достаточно тоненький, толщиной 0,2 мм. А сейчас я покажу небольшой лайфхак, как можно сгладить мятую поверхность на фетре. Как раз таки зеленый фетр продавался в сложенном виде, и вы видите мятую полосу. Ее можно спокойно отпарить. Причем сделать это очень простым способом. Сначала попрыскать на это место водичкой и потом прогладить утюгом. И все это место очень хорошо разгладится. И сейчас я раскраиваю детали для будущего блокнота. Целая деталь у меня остается в целом виде. Это серый фетр длиной 53 сантиметра и высотой 22 сантиметра. Именно по нему я буду ориентироваться, когда буду раскраивать детали из зеленого фетра, что, собственно, я сейчас и делаю. Из зеленого фетра я сейчас вырезаю две детали высотой 22 сантиметра и шириной 16,5 сантиметров. Именно так, как я это делаю на видео. Заранее прошу прощения за то, что в кадр влезла моя голова с волосами. Я это увидела только сейчас, когда делаю озвучку. Если бы я об этом знала заранее и тогда еще, то я обязательно пересняла бы эти кадры. Также из зеленого фетра я вырезала следующие детали. Кармашек размерами 11 сантиметров на 13,5, и уголки внизу я закруглила. Хотя это не обязательно, и размеры не обязательно такие брать. Берите те размеры, которые вам наиболее удобны. И я закрепляю этот кармашек малярным скотчем на той детальке из зеленого фетра, которая у нас с вами получилась 16,5 на 22 сантиметра из предыдущего кадра. И здесь у меня еще две детали из зеленого фетра для застежки. Первый прямоугольник для застежки у меня размером 17 на 11 сантиметров и маленький прямоугольник размером 17 на 3 сантиметра. И здесь нужно не забыть вшить резинку для застежки. У меня здесь зеленая резинка по цвету блокнота, и вшивать я ее буду между вот этими прямоугольничками. И все это дело закрепляю малярным скотчем и прострачиваю на машинке. И да, кстати, забыла показать еще одну деталь, которая участвует в создании этого блокнота. Вот такая пуговичка, на нее как раз будет закрываться сам блокнотик. И чтобы она не так выделяюще смотрелась и гармонично вписывалась в оформление этого блокнота, я в серединку наклею небольшой кружочек зеленого фетра, и буду клеить я его на полимерный клей-момент кристалл. Итак, застежка для блокнота с резинкой и будущий карман с кармашком у меня готовы. Сейчас приступаю к следующему этапу. В этом кадре я произвожу сложные расчеты для того, чтобы впоследствии понять, в каком месте мне нужно закрепить пуговицу на этом блокноте. Одна часть блокнота у меня будет сложена, из нее будет образовываться вот такой карман шириной 16,5 сантиметров, и белым карандашом я обязательно отмечаю, где этот карман у меня заканчивается, провожу вот такую линию, и булавками я отмечаю сгиб этого кармана и конец. И потом переворачиваю вот эту заготовку фетра на лицевую сторону, и здесь вы видите вот эти булавки, и эти булавки у меня показывают границу передней лицевой части моего блокнота. И именно в этих границах я буду пришивать пуговицу. Крепление пуговицы еще зависит и от этой детали хлястика с резинкой. Как это все будет дело крепиться, я приблизительно прикладываю все детали вместе к блокнотику и смотрю, где мне лучше всего пришить пуговичку. И в этом кадре я показываю, что я сделала следующим этапом после пришивания пуговицы. Я пришила еще и застежку хлястик с резинкой к этой фетровой детали на лицевую сторону 3 строчками. Четвертую сторону я пока не зашивала, сюда я вставлю резинку, приложу карман и уже со всеми этими деталями прострочу на швейной машинке все вместе. Сейчас я взяла вот такую широкую резинку, это резинка у меня для того, чтобы туда вставлять ручку. Прикладываю, смотрю, меряю ручку, меряю отверстие, которое мне будет тут достаточно оставить. И сейчас я беру вот эту деталь из зеленого фетра, которую мы вырезали в начальных кадрах видео. Это деталь без кармашка у нас. Прикладываю следующим образом, как на видео.
И я пришиваю этот кармашек с 3 сторон. Левую сторону я не буду трогать. Ну и малярным скотчем закрепляю все это дело, чтобы впоследствии при том, как я буду это все пришивать, это все не сдвигалось. Итак, показываю, что у меня получилось. Я пришила эту деталь, как я уже говорила, с 3 сторон. Вот эту сторону я не трогала. Сюда можно вставлять различные тетрадочки. Здесь у меня получилась резинка для ручки. Ну и вот такая вот застежка-хлястик с резинкой. Вот и что у меня получилось и с лицевой, и с изнаночной стороны. Если блокнот перевернуть на другую сторону, то получится следующая картина. Пуговичка у меня пришита практически посередине. Ну и слева я сейчас формирую кармашек из вот этой серой фетровой детали. И сюда же я пришиваю кармашек из зеленого фетра вместе с маленьким кармашком, вот эту деталь. И также прострочу на швейной машинке с 3 сторон. Правую сторону я не буду трогать. Ну и сейчас я показываю, что получается у меня на данном этапе. Кармашек сформирован. Практически блокнот уже готов. Но осталось сделать совсем чуть-чуть. Последняя главная деталь – это сформировать главный карман в этом блокноте. Серый фетр, как вы помните, очень толстый, толщиной 4 мм, и складывается он не очень легко, поэтому я ему чуть-чуть помогаю. Я складываю его, немножечко опрыскаю на это место водой, на место сгиба, и вот таким вот образом прохожусь утюжком, пропариваю как бы его, и вот этот фетр складывается уже немножечко получше. Ну и так как этот фетр очень толстый оказался, я вот этот момент не учла, на моей швейной машинке такая толщина не взялась, поэтому я буду сшивать эту деталь, формировать кармашек ручным способом. Тут можно проложить любые швы, которые вы хотите. Я буду шить обычным швом, то есть сшивать все эти две детали вместе. Иголка с ниткой по цвету этого блокнота и вперед. Я не очень много моментов показала из этого процесса, потому что на камеру это сделать очень-очень неудобно, но я думаю, что эти моменты вам понятны. На этом работа над блокнотиком закончена. Вот такое чудо получилось. Обязательно напишите ваше мнение, понравился ли вам такой блокнот-органайзер. Почему я его и назвала еще и органайзером? Потому что этим изделием можно пользоваться как обычным блокнотом, также и органайзером. В нем хранить можно нужные тетрадочки, блокноты, а если вы такой блокнот берете в поездку, то в эти кармашки можно положить любые нужные документы. Мне кажется, очень удобный вариант блокнота-органайзера получился, действительно функциональный. Кстати, этот блокнотик можно без зазрений совести брать с собой в поездку, не будет занимать много лишнего веса в вашем багаже, достаточно легкий, удобный и вместительный, кстати. Из-за того, что его обложка слишком гибкая, то в него можно напихать много чего нужного. Если вам понадобится жесткость в вашем блокноте, то это без проблем тоже решаемо. В задний кармашек можно положить какую-нибудь картонку тонкую, и тогда блокнотик станет еще и жестким, и на нем можно писать на весу. Я буду очень рада, если вам понравилось это видео, пригодится сама идея. Обязательно ставьте лайки, делайте репосты в соцсетях и подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Желаю вам отличного настроения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!